Ripple взлетел на 25%, я теперь точно закупаюсь, и мы летим на Луну. Подожди, давай для начала разберемся, почему же он все-таки начал расти. Что вообще за этим стоит, ведь мы даже еще не вышли из нисходящего канала. И возможно, именно сейчас мы начнем падать дальше. Ты на канале про крипто, начинаем. Известный блокчейн-трекер Whale Alert, который делится информацией о крупных криптовалютных транзакциях через свою сеть Twitter, опубликовал 3 твита с подробностями о крупных транзакциях Ripple. 2 из них были сделаны для партнерских платформ Ripple. Поскольку цена Ripple выросла более чем на 15%, игроки рынка криптовалют начали переводить большие суммы этой ведущей цифровой валюты. 70 миллионов Ripple перенесены на платформы ODL. Whale Alert обнаружил 3 транзакции. 2 по 20 миллионов Ripple и 1 с переводом в 30 миллионов. Самый ранний перевод, в ходе которого было переведено 30 миллионов Ripple, был осуществлен ведущей южнокорейской биржей Bithumb между своими кошельками. Согласно данным Whale Alert, эта платформа часто проводит крупные внутренние переводы Ripple. 2 другие транзакции были совершены анонимным кошельком для Bitso и Bitsmap. Обе биржи сотрудничают с Ripple, представляя транзакции с использованием сервиса Ripple On Demand Liquidity, используемого для беспрепятственных трансграничных платежей. Bitso базируется в Мексике, а Bitsmap в Люксембурге. А в пятницу было объявлено об открытии офиса в Амстердаме. А что же там с судебным иском? Адвокат Джереми Хоган считает, что следующие пару месяцев могут быть интересными для продолжающего судьбоносного судебного процесса Ripple SEC со всеми основными решениями, которые находятся на стадии рассмотрения. Комментируя недавнее обновление Twitter основателя CryptDraw, прокурор США заявил, что это один из основных выводов недавнего приказа, изданного судьей Террасом по текущему делу. Основатель закона о криптовалюте Джон Дитон в протоколе обновлений твитов объяснил недавней реакции на то, что это может означать для Ripple. Адвокат защиты Джеймс Филан ранее уведомил сообщество Ripple о последнем постановлении, в котором судья Торрес распорядился открыть 3 документа, связанных с электронными письмами и юридическими записками Криса Ларсена и Брэда Гарлинхауса. Недавнее решение также частично удовлетворено и было отклонено ходатайство ответчиков Ripple о запечатывании некоторых доказательств предыдущих ходатайств. Судья Торрес распечатает электронное письмо Ларенсу и юридические записки Ripple, посчитав запечатывание неоправданными, но предоставит Гарлинхаусу исправление в 3 документах, чтобы сохранить потенциально конфиденциальную информацию и опубликовать некоторые документы, поданные обеими сторонами. Наконец, Торрес предоставит Ripple возможность отреагировать на недавнее ходатайство SEC о защите справедливого уведомления. А Ripple все двигается дальше, несмотря на судебный процесс. И недавно они объявили о своем стратегическом партнерстве с Modul, крупным поставщиком решений в Великобритании. Вместе они намерены создать систему бесшовных платежей в Великобритании и Европе для предприятий и розничных пользователей. Блокчейн-компания из Сан-Франциско также заявила, что ее оценка достигла в $15 миллиардов после выкупа акций у инвесторов, участвующих в ее раунде серии C. Генеральный директор Брэд Гарлинхаус заявил, что Ripple находится в самом сильном финансовом положении за всю историю, несмотря на юридические разногласия с SEC. В недавнем интервью он предсказал, что Ripple может стать публичной в будущем. Это, конечно, все хорошо, но когда же будет обещанная раздача держателям Ripple от Flare? По словам исполнительного директора компании, путь к долгожданной раздаче Flare держателям Ripple находится на финишной прямой. Хьюго Филлион, генеральный директор и соучредитель Flare, сообщил в Twitter, что компания работает над обновлением своей сети перед выпуском токенов Spark. Для всех тех, кто спрашивает, где их Flare, мы обновляем Songbird до конца 2022 года, добавляя последние 2 протокола, необходимые перед запуском Flare. Это позволит нам перейти к запуску Flare. Полная дорожная карта запуска Flare будет опубликована в ближайшие недели. Flare Network со своим родным токеном PLR нацелена на то, чтобы предоставить возможности смарт-контрактов в различные сети блокчейнов, начиная с Ripple, а затем и Litecoin. Когда Flare запустится, компания заявляет, что каждый правомочный держатель немедленно получит 15% своих токенов Spark, а затем будет получать в среднем 3% в месяц, как минимум в течение 25 месяцев, а как максимум и 34. Филон говорит, что Flare общается с ведущими биржами о предстоящем аирдропе.
Что касается распределения токена, мы связались с крупнейшими биржами, чтобы получить полное определение того, что им требуется для распространения токенов, чтобы Flare соответствовал этим требованиям. Это мы с вами все разобрали. А что будет дальше с дальнейшим движением Ripple? В отличие от биткоин, Ripple все еще торгуется в нисходящем канале. Ближайшее сопротивление у нас находится на уровне в 72 цента. Обязательно следует обратить ваше внимание, что в данном районе сосредоточены скопления ордеров, которая показывает профиль объема, что также является как точка разворота для обновления текущих минимумов. Еще одним немаловажным сигналом является снижение объема покупок, а это значит, что быки, возможно, столкнулись с препятствием на пути. И в данном случае мы с вами сможем увидеть обновление текущих минимумов, или как минимум тест 6 центов. Ну что, где вы видите цену Ripple в феврале 2022 года? Поделитесь, пожалуйста, этим в комментариях. Вы были на канале про крипто. Пока.